Всем доброго и приятного. В Ангел Адрес сегодня урок моделирования и наша любимая Каролина Эррера, но не знаю, как ваша, моя точно любимая. И с точки зрения конструктора, модельера, тема интереснейшая. Модели не отпускают, особенно знаменитая коллекция Каролины Эррера «Весна-лето» 2017 года. Когда по подиуму пошли модели одна лучше другой, каждая любопытная, и каждую хотелось разобрать и разгадать, как это сделано. Вот одно из таких платьев и блузок, прием переходящей драпировки с рукава на полочку, мы сегодня с вами и разберем. Вообще-то это задание сегодняшнего дня для моей группы моделирования, в которой мы продолжаем работать. Группа сильная, я уверена, что они справятся и без меня. А этот урок по моделированию я записываю для всех моих подписчиков и зрителей канала YouTube. Итак, вот эта удивительная конструкция, драпировка, переходящая с рукава на полочку. Как это сделано? Пытались смотреть видео показа, спинка нигде ни разу не промелькнула, немножко увидели край юбки. По всей видимости, на юбке отсутствует боковой шов. Стало быть, будем разбираться с тем, что мы видим, достаем наши базовые лекала и работаем. Я пересняла свои базовые основы, готовлю их к бою. Спинка нам не понадобится сейчас. Узкий вточной рукав с минимальной посадкой по окату у меня около 2 сантиметров. Этого достаточно. Окат рукава отлично подходит к пройме, имеет метки совмещения и совпадения боковых швов со швами рукава. Мы уверены в направлении нашего плечевого шва. Он располагается строго на середине плечевого ската, конечная точка совпадает с высшей точкой оката, и мы знаем, где эта точка находится на нашем чертеже рукава. Рукав по модели двухшовный. Шов рукава проходит от высшей точки плеча до локтя вниз. Мой рукав построен по методике Мюллера, в котором есть особенность. Локтевая выточка располагается по направлению к нижнему срезу рукава. И я эту локтевую выточку слегка смещу. Плюс я немножко упрощаю форму самого рукава, спрямила стороны рукава. Перемещаемся к полочке. На полочке явно просматриваются рельефные линии примерно от середины проймы. Но посмотрите, какие пропорции у этого лифа. Самые рельефные швы чуть сдвинуты в сторону от центра, в том числе от центра груди. Ну, на мой взгляд, 1,5 сантиметра. Не стоит переводить выточку, а давайте сместим ее сразу на чертеже. Это будет просто, и это будет правильно. В том числе смещаем ось сталевой выточки. И еще часть выточки на выпуклость груди я бы, честно говоря, сместила бы, раскрыла в пройму. Тем самым мы делаем более уплощенную конструкцию. Давайте так и сделаем. Просто раскрываем этот сантиметр, достаточно сантиметра, в пройму. А, кстати, я юбочку-то забыла отрезать. Платье отрезное по талии. Юбка не имеет бокового шва. Совмещайте выточки, совмещайте боковые швы, расклешайте по своему желанию, по своему вкусу. Длину тоже по своему вкусу. Я надеюсь, что с юбкой вы разберетесь без меня, там все несложно. Итак, временно убираем нашу выточку всю в линию талии. Получаем вот такую вот конструкцию временную. Сейчас я ее обведу, чтобы было более вразумительно. Вот так вот выглядит полочка теперь. Сантиметр переведен в пройму от нагрудной выточки, остальное временно раскрыто вниз в талиевую выточку. Давайте сразу вырез с вами поправим. 2 сантиметра от горловинки в сторону, от точки основания шеи. И на пару сантиметров можно и углубить. Я нигде не видела спинки фотографии. Могу только предположить, где-то мелькает юбка с застежкой на пуговице или на кнопке на спинке. Выточку на плечо я бы оставила, но перевела бы ее в рельефный шов. Логично предположить, что спинка решена аналогично со стилем полочки.
Это были подготовительные мероприятия, а теперь непосредственно моделирование. Локоток смягчу, не нужен такой угол здесь. Коли у нас двухшовный рукав, начинающийся от середины плеча, можно сделать, срезать кусочек оката наверху и сделать округлость, типа выточки наверху. И на спинке то же самое. Часть посадки мы заменяем на маленькую выточку. А вот теперь надо будет угадать и с пропорциями, и с местоположением сложной драпировки, которая переходит с полочку на рукав, стыкуясь с ней. Смотрю на драпировки на середине полочки, их складочки 1 и 2. Примерно полсантиметра от горловинки, ну и сантиметра 2 еще ниже. Ориентировочно большая складка идет к середине проймы, потом она перетекает в рукав, и на рукаве на середине между высшей точкой оката и линией локтя примерно так и располагается наша большая складка красивая. Наметили, будем раскрывать. Читать с листа и отработать на первом же макете, на первом же чертеже тот сложный фасон, который разработан группой сильных дизайнеров и конструкторов, задачка та еще, не самая простая. Насколько раскрывать, насколько углублять вот эту складочку, я не знаю. Смотрю на прототип, и мне кажется, что не менее 5 сантиметров, пожалуй, даже 5-6 раскрытия. Ну, оставим 5. Складка 1. На такую же глубину разводим складку в окате рукава. Складочка 2. Метки совмещения нашей складки проставляем непременно. Сам окат спрямляем, скругляем логичной линией. Верхнюю срез оката, разумеется, спрямляем тоже. Объем верхней части рукава у нас обеспечен таким образом. Также спрямляем логично пройму. Метки совмещения наших складок, метки совмещения рукава, помним про них. Мы еще будем сейчас рисовать нашу рельефную линию. Но прежде складочка номер 2, которая идет к центру полочки. Смотрим на прототип. Ну, куда-то она идет в верхнюю часть проймы. Разрезаем. И вот она, бантовая складочка, раскрывается к центру полочки. Но и здесь тоже все не так просто, поскольку к центру полочки идут целых 2 залома, 2 защипа. Поэтому делаем еще раздвижку и на центральную драпировочку. Вот они, 2 складочки получаются. А теперь мы просто спрямляем линию середины полочки от начала горловинки до линии талии. Отмечаем наши будущие складки. Дальше нам остается художественно нарисовать рельефный шов. А, собственно говоря, мы его уже и перевели с вами, этот рельефный шов. Он ушел в линию низа и куда-то, если смотреть на картинку, вот этот рельефный шов у нас уходит вот сюда примерно. И даже где-то мелькает наверху нашей складки. И, пожалуй, моделирование уже сделано. Ну что, приступаем к раскрою. Расположила свои детали, метки совмещения, метки направления складок проставляю, совмещение рукавов, направление складок. Выкраиваем, стачиваем. Макет разутюживаем, совмещаем пройму с окатом. Соблюдаем все метки совмещения, в том числе нижние швы рукава и лифа. И на верхней части оката остается небольшая доля посадки. Втаченный рукав разутюживаем, плечевой шов переходит в шов рукава. Простите, делала очень быстро, схематично. Так, вижу складочку мою, где начинается.
Ну что, идем примеряться. Сейчас будем посмотреть, что у нас получилось. Так, с предыдущего урока открепляю. Тоже, кстати, топ Каролины Эреры, который мои ученицы сделали лучше, чем я сама. Ну, если будет время, я как-нибудь расскажу еще и про этот топ. Любопытная штучка. Взяла другой манекен и начинаю совмещать на полочке мои драпировки. Так, вот они, метки совмещения. Смотрю на прототип. Куда идет складочка. Так, бабочка у горловинки. Сейчас скажу, чего мне не хватило. Принцип моделирования ухвачен верно. Вот здесь где-то в пройме потайной стежок, я так подозреваю, который удерживает конструкцию, вот эту сборочку. И в движении рукав выглядит более широким. Перемычка на полочке между складочками, чтобы получить такую бабочку. Здесь можно что-то произвольно заколоть. Получается красиво. Прихватить потайными стежками, чтобы конструкция держалась. Так, от строчки по рельефам это дело 10-е. Сделайте сами. Чего мне не хватило, так это объема совершенно точно. Конструкция выполнена неплохо, выполнена правильно, на мой взгляд. Но объема не хватило. Когда вы будете разводить на драпировке, вот в проймах и в рукаве, делайте не 4-5, а делайте от 6 до 7 сантиметров. Сам рукав вточной расширяйте, углубляйте пройму. Ну, в общем, помимо того, что нужно добавить объему верхнему плечевому поясу и немного рукавам, все остальное, принцип моделирования нами ухвачен верно, сделали все в принципе правильно. Именно поэтому я конструкцию надела на меньший манекен. Но думаю, что с домашней работой я справилась на ваших глазах. Читать с нотного листа модель всегда сложно. Вопрос в пропорциях, в объемах. Вам я желаю успехов, легкой иглы, умения читать модели, творческого полета. Подписывайтесь на канал Ангел Адрес. Будем разбирать сложное моделирование. Оставайтесь с Ангел Адрес, с нами не скучно.